Так, расскажу вам историю про... Сегодня прочитал, что возникли проблемы с наличными купюрами в России, у россиян за границей. У меня по этому поводу есть две истории. Одна из историй заключается в том, что я не смог понять, в какие моменты банки в Испании забирают деньги со счета и по каким основаниям. Ну, то есть они списывают, и причины списания никто мне объяснить не смог. Поэтому я решил снять деньги, те свои небольшие деньги, которые я смог заработать, собрать донатами. Кстати, призываю вас пойти посмотреть на Buy Me Coffee описание последних моих 2 лет, задонатить мне, вот, особенно тем, кто находится в Европе и вне России. Это меня действительно поддержит. Я таким образом собрал сумму, чтобы жить все эти 2 года необходимую. Но это очень маленькие деньги, очень маленькие. Поставьте мне лайк, напишите комментарии. Может быть, вам удобнее будет, если я запущу Boosty или какой-нибудь там Donate Alert. То есть, чтобы вы могли донатить в России. Ну, кстати, вы можете в России просто переводом на карту Сбербанка отправить мне пожертвование, какое хотите. Это все есть в описании видео, все эти реквизиты. Так вот, я снял с расчетного счета в испанском банке наличные. Просто не хочу, чтобы у меня списывалось без объяснения причин. И никто мне так и не смог объяснить, что за списания были, почему в такой сумме. Это всегда разные суммы. Я говорю про ББВА. И меня приглашают в банк и говорят: вот подпиши вот этот документ. Перевел его, а там написано, что я... Слушайте, это похоже на то, что полицейские в России заставляют подписывать. Там написано, что я предупрежден о незаконности ввоза мною денежных средств наличных на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь. То есть они меня предупредили об экстремизме, о том, что нельзя возить наличные денежные средства на территорию России. Я, в общем, подписал, я не собираюсь въезжать на территорию России, я даже в консульство не собираюсь ходить. Вот. Но меня это очень сильно удивило. Но основная история о другом, о том, как, наверное, лет 8 назад, да, после того, как я перестал работать в Бельгии, я приехал, у меня оставались какие-то еще заработанные за рубежом денежные средства. Я решил, что доверять российским банкам, рублям не стоит. И все, кто живет так долго, как я живу, вспомните, в 98 году доллар стоил 6 рублей. Даже после дефолта августа 98 года он стоил 24. Потом он долгое время стоил 33. Помнится, совсем недавно он стоил... до 2014 года он стоил 33. До недавнего времени он стоил 56. И вот сейчас, уже последние 2 года, он близок к 100 рублям. Ну вот я решил, что хранить в рублях это глупо. И, в общем, мне банкомат выдал доллары. Доллары выдал. Некоторые из них, по-моему, там были по доллару, по 5 долларов и 1,20. Вот они старого образца были. А поскольку я активно достраивал дом, через какое-то время
у меня возникла необходимость в рублях. Все-таки я вам скажу, что на удаленке большинство людей немного зарабатывает, потому что в этом и смысл удаленки, что ты можешь найти специалиста по деньгам себе из любой части мира. И, соответственно, нет смысла платить человеку по уровню зарплаты, допустим, в Калифорнии, если ту же самую работу на удаленке может выполнить человек за зарплату, допустим, в каком-нибудь там Бангалоре. В этом вся идея удаленки, что ты, если работа может быть выполнена онлайн, то в принципе при определенных условиях тебе выгоднее нанять человека, который дешевле. Поэтому я при достройке дома нуждался в деньгах, решил пойти поменять валюту. И в том числе захватил вот эти вот евро, 5 долларов и двадцатку. Пошел менять в отделение Сбербанка в горячем ключе. Как сейчас помню, я попадаю в кассу, и кассир Сбербанка мне говорит, что вот тут очень важно, просто вслушайтесь и запомните раз и навсегда. Валютой Российской Федерации является рубль. Евро, купюры, евро, долларов, фунтов, швейцарских франков, японских йен, всего остального не являются валютой в Российской Федерации. Это товар. То есть, когда вы идете в банк покупать наличную валюту или продавать наличную валюту, вы идете в банк продавать товар. У Сбербанка нет обязанности принимать эти купюры, если они этим товаром, его качеством не удовлетворены. И у любого другого банка тоже. То есть вы приходите, вы не сдаете валюту, вы приходите и говорите, вот я хочу вам продать товар, кроссовки. А тебе сотрудник Сбербанка говорит, да, мы покупаем кроссовки сегодня по 100 рублей за один кроссовок, но вот твои кроссовки грязные, старые, и вот что там, нам кажется, сделано не на Малой Арнаутской, а не в Америке. И не какие-то не Nike. В общем, в этом отделении Сбербанка примерно то же самое мне объяснили, более сухим языком, что та валюта, которую я предлагаю, Сбербанк ее купить не может. Но они могут отправить мои купюры на экспертизу в США. И за небольшие деньги, я не помню, честно говоря, это было давно, то ли я должен платить им был процент от этой суммы, которую они отправляют на экспертизу, то ли какую-то фиксированную цифру, честно не помню. Но, в общем, они за деньги готовы были эти купюры, так сказать, провести экспертизу, если экспертиза, то есть это имеется в виду экспертиза органам, который эту валюту изготовил, эти товары изготовил, то есть в США, Федеральная резервная система или кто-то там, если признает, что это действительно их купюры, оригинальные, не подделка, то есть возможность их поменять по тому курсу, который будет. Ну, поскольку я на тот момент считал, что это бесполезные для меня бумажки, я на это согласился. В этот момент история прерывается, потому что я достаточно долго был в кассе в Сбербанке на Ленина. Там вот, где сейчас, по-моему, не помню, кто сидит, но сейчас там их нет. Край жилкомресурс сейчас сидит на этом месте. А раньше был Сбербанк. Ну, бывшее здание или текущее здание водоканала. Короче, суть в чем?
на меня в момент, когда я уже почти закончил все свои вот эти операции, я готов был сдать, и я сдал эти купюры на экспертизу, потому что они, как бы, ну, смысл, в банке их не принимают, на рубли не меняют, ну, и думаю, ну, пускай будет экспертиза. Кстати, обратите внимание, речь идет, по-моему, о 2018 годе или даже 2016 годе, но экспертиза занимает 3 года. 3 года. В общем, я согласился, думаю, отдам. И в этот момент на меня напал охранник Сбербанка в этой ячейке. Он меня выволок оттуда. Это отдельная история. Ему не понравилось, что я слишком долго в кассе. Мои объяснения, что я не могу уйти, потому что мой паспорт, мои деньги и вообще банковская операция не завершена, его не устроило. Он меня буквально выволок из этой кабинки. Вот. И мы долго разбирались с этим охранником потом. Проходит, как в сериале, да? Прошло 3 года. Ну нет, прошло 2 года с чем-то. Меня все-таки пришло уведомление от Сбербанка. Я, кстати, после той истории с охранником познакомился с руководством регионального отделения Сбербанка. Не в Краснодаре, в Ростове-на-Дону. Почему разбирательство с тем охранником было долгое. Почему он меня в процессе оказания мне услуги выволок из кабинки. А выволок он меня насильно, с руганью, с матами. Проблема была в том, что работала только одна кабинка на все операции. И, соответственно, пока вот эта кассирша долго с кем-то там созванивалась, выясняла, как у меня взять эти купюры долларов на комиссию, ну, в смысле, на экспертизу, потом так, то все, она просто не знала, как это делать, и они чуть ли не всем отделением выясняли, как это делать. И, соответственно, я был в кассе, ждал, когда они там все это порешают, а за мной образовалась очередь чуть ли не из 20 человек. Моей вины в том, что она образовалась, не было никакой. Но охранник было наплевать, что он просто решил показать, кто здесь главный. Так вот, прошло 2,5 года. И меня пригласили в это отделение Сбербанка Ж. И кассирша, я ей показываю документы, ну вот по каким я сдавал слипы, распечатки чеков. Короче, я ей все это отдал. И по непонятной причине кассирша, да, все купюры оказались оригинальными, выдала мне денег больше, чем в слипах было. Ну, я, честно говоря, уже и не помнил, сколько денег я тогда сдавал. Ну, то есть я просто лежала пачка документов. Сбербанк, экспертиза купюр. Я дал ей документы. Она мне выдала деньги, я не пересчитывал, 2,5 года прошло, ребята, это уже начало, 19-й год был или 20-й. Мне было уже все равно, за 2,5 года то. И потом мне начались звонки от этой кассирши, от отделения Сбербанка с угрозами, что вот, ты мошенник, ты взял больше денег, чем должен был. Откуда я мог знать? Я тебе отдаю документы, ты мне выдаешь рубли. Причем я даже не понял, по какому курсу они выдавали, еще что-то. Но в конечном итоге они, опять же, обратился к управляющему в Ростове. Ездил, кстати говоря, в Краснодар, на Орджоникидзе, там объяснения давал. В конце концов, Сбербанк признал, что это их вина, то есть я никаких мошеннических действий не совершал, при том, что кассирша мне звонила и угрожала полицией, всем. Сбербанк решил, так сказать, не выносить ссор из избы, и они не по тому курсу выдали. Вот в чем проблема была. То есть вы выдали там мне, в принципе, правильную сумму, но курс был, как я понял, я вот не до конца изначально понял суть претензий, они мне выдали по тому курсу, который типа был на момент сдачи этих денег, или наоборот, ну что-то было, короче, в курсовой разнице, вот в чем связь. То есть, условно, я им там оставил 50 евро, 50 долларов,
Они мне выдали эти $50 то ли по курсу, когда я пришел в банк через 2,5 года, то ли по курсу, когда я сдавал их. То есть, короче, не тот курс обменный использовали. И в этом была суть претензии, что я должен был сам знать, по какому курсу они должны мне были обменять валюту через 2,5 года. Почему я должен был это знать? Я тупо пришел, отдаю документы, и кассир совершает операцию. А потом в своих ошибках она обвиняет меня, если были какие-то ошибки совершены. Еще раз. Наличная валюта – это товар. Это не валюта в России. Валюта в России – это только рубли. Все остальное – это товар. Соответственно, вы когда покупаете товар в кассе, допустим, доллары или евро, пожалуйста, обращайте внимание на качество. И вы совершенно спокойно вольны, это ваше право, взяв, допустим, в банке валюту наличную, евро, например, посмотреть на купюру и сказать: нет, мне эта купюра не нравится, дайте другую. И вам поменяют. Вам поменяют. Я так делал. Последнее замечание про валюту. В Европейском Союзе не пользуются долларами, не знают доллары, не уважают доллары. Не нужно приезжать в Испанию или в другую европейскую страну с долларами. Почему? Потому что вам их здесь поменяют на евро по грабительскому курсу. Ребята, по грабительскому курсу поменяют. Тут нет обменников в нашем понимании, что ты заходишь в отделение банка и тебе меняют их. Нет. Они даже не понимают. Ты не можешь сделать в обычном банке счет в долларах. Нет. Меняют обычно в аэропортах, меняют обычно там в каких-то туристических зонах. И меняют с таким курсом, что вы прям жутко теряете. Поэтому если вы едете в Европу, приезжайте с наличным евро. Где вы эти евро возьмете наличные, я не знаю. Но доллары здесь никому не нужны. От слова совсем. Ну, я имею в виду, да, может, каким-то менялам нужны. Я знаю, что в Барселоне есть места, где ты можешь прийти, назвать номер своего криптокошелька, вернее, перевести со своего криптокошелька крипту, и тебе выдадут наличные евро. Вон в туристических районах типа Эльборна такие точки есть. На улицах в Барселоне стоят банкоматы, где ты можешь из крипты, то есть в банкомате снять с крипты наличные евро. Но отдельная тема будет про крипту. И последнее, совсем уж последнее. Когда вы приезжаете в Испанию с крупными купюрами 500 евро, 200 евро, даже 100 евро, на вас тут очень подозрительно смотрят, прям супер подозрительно смотрят. Самая большая купюра, которая находится в обороте, 50 евро. И даже их иногда, 50 евро, прогоняют через машинку, которая проверяет, настоящие купюры или нет. Поэтому, если вы уж совсем хотите быть как местные, приезжайте с купюрами по 50 евро. 500 и 100 евро у вас не возьмут в магазине. Не возьмут. И 200 евро не возьмут. Не 500 и 200 уж 100% не возьмут. 100 евро еще, ну, какие-то шансы есть. Но 500 и 200 евро точно не возьмут. Вас вежливо отправят в банк. И все ваши замечания по поводу того, что это же евро, вы обязаны брать, это валюта Евросоюза. Вы знаете, вот в Испании все, что они обязаны, они всем прощают. Поэтому просто у вас кассир не возьмет эту купюру, отправит вас в банк, а в банке первое, что вам зададут вопрос: вы клиент банка? Если вы не клиент банка, то вот у вас есть 2 часа в неделю, когда вы можете прийти, 2 часа в неделю, там 3 часа в неделю, в определенные часы, в определенные дни. А в остальные дни
будут принимать клиентов банка этого по предварительной записи. И чтобы вам эту купюру поменять в 500 евро, например, вам придется ехать в большой город, идти в обменник какой-нибудь. И, допустим, в обменнике за комиссию вам поменяют ее на более мелкие купюры. Идеальная ситуация, когда вы приезжаете в Европейский Союз с пачкой купюр по 50 евро новых. Они бывают старые, новые. Вот нужно, чтобы были новые. Ну, старые тоже принимают, но тоже так посматривают. Или вы приезжаете с деньгами на какой-нибудь карте, выпущенной вне Европы. Допустим, казахского банка или какого-нибудь еще.